Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про галантного художника, писавшего срамные картины, творчество которого вначале уважали, а потом нещадно критиковали. Франсуа Буше. Французский художник, видный представитель стиля рококо, витиевато выстроенного на изощренных гнутых линиях, чем-то напоминающий раковину. Именно от французского термина «роккале» – раковина и произошло это название. Рококо небезосновательно называют глянцем XVIII века, поскольку украшать дома в подобном стиле могли только очень богатые люди, знатные аристократы и короли. Он легкомысленный, венчурный, с тончайшими нежными пастельными цветовыми переходами, идеально соответствовал умонастроению и понятию о прекрасном французской аристократии XVIII века. Галантному веку галантный стиль. Кареты, парики, минуэты, треугольники, рококо, картины Буше – вот блистательный аристократический Париж XVIII века. О нем и о творчестве Франсуа Буше, иногда пикантном и легкомысленном до крайности неприличия, мы и поговорим в этом видео. В своем творчестве Буше был многогранным. Писал аллегорические сцены, пейзажи, портрет мадам де Помпадур, жанровые и мифологические полотна и даже легкомысленные будуарные картины, чистой воды эротику. Его работы жизнерадостны, чувственны и изящны, со своеобразным колоритом, в котором предпочтение отдается нежным оттенкам розового и синего цвета, без каких-либо резких цветовых переходов. Но притом, благодаря резкому мазку и интересной композиции, его картины совсем не кажутся умиротворяющими, притворными. Есть в них динамика и экспрессия, только своеобразные, в духе легкомысленного рококо. Но, возможно, только на Вильяма Бугро под конец жизни всевозможные критики ополчились больше, чем на Буше. Как только его работы не называли пошлыми, жеманными, манерными, развратными, а когда Буше из-за старости и проблем со зрением уже не мог писать тончайшие цветовые переходы, критики вместо сочувствия говорили: Буше скатился до раскрасок. Прошла эпоха рококо, прошла и слава. Впрочем, Буше вряд ли стоит жаловаться на судьбу, она была к нему достаточно благосклонна. Просто мода изменилась и требования к искусству, а вот сам Буше меняться и писать по-новому не желал и не хотел. Да и зачем, если в лучшие для него времена его картины были вполне востребованы, принесли ему славу и богатство. Однако художником он был действительно хорошим и талантливым. Совсем не таким, как его представляли огульные буржуазные критики, призывавшие отречься от всего, что Буше писал на своих полотнах, а главное – от паразитического уклада жизни, когда немногие аристократы и короли пожинали плоды труда тысяч простых, незнатных крестьян и ремесленников, живущих в нищете. Но не вина Буше была в таком положении дел. Он просто пытался соответствовать требованиям своих богатых и знатных заказчиков, писал по их вкусу и представлениям о прекрасном. Франсуа родился хоть и не в совсем бедной семье, но далеко не в аристократической. Отец Буше придумывал узоры и орнаменты для кружев и тканей, потом надумал торговать произведениями искусства. Подобное занятие принесло ему не сколько денег, сколько нужные связи, а потому ему не составило труда отдать уже неплохо рисующего Франсуа в ученики к маститому художнику Франсуа Лемуану. Когда ему было 20 лет, Буше написал не сохранившуюся до нынешнего времени картину, за которую его наградили пансионерской поездкой в Италию. Но обещанного 3 года ждут, а в случае Буше все 5. Да и то в Италию он смог отправиться, лишь заработав денег на достаточно нудном и отчасти унизительном для настоящего художника труде иллюстратора-ремесленника, расписывающего всевозможные фарфоровые изделия. Впрочем, в то время Буше много работал и с гравюрами, написанными основоположником рококо Антуаном Ватто, и они оказали большое влияние на его стиль. Как и Ватто, Буше отдавал предпочтение рококо, а долгожданная поездка в Рим оказалась скомканной. Хоть приехал туда Буше уже в статусе настоящего художника и мог рассчитывать на полное ознакомление со всеми произведениями искусства и выгодные заказы, но заболел лихорадкой и вскоре опять вернулся в Париж. А успех Буше ожидал после написания в 1734 году картины «Ринальдо и Армида». Помимо известности, Буше присвоили самое престижное в то время для художника звание «художник исторических сцен». Он вошел в европейскую художественную элиту, мог назначать высокую цену за свои работы, а заказчиками могли быть короли и высшая аристократия Парижа. Они не заставили себя долго ждать.
В 1735 году Буше оформляет спальню короля Людовика XV в Версальском дворце. Но основные деньги идут от придворных. Живописец самого короля. Какая рекомендация может быть лучше? А в 1748 году Буше начинает сотрудничать с мадам де Помпадур. Та легко добилась у короля дозволения для художника жить в Лувре, чтобы ему не приходилось тратить время на дорогу до своего основного места работы, а заодно назначила на доходную должность директора королевской мануфактуры. Кстати, Буше написал несколько портретов мадам де Помпадур, но судить по ним о ее истинном облике – дело гиблое. Буше, в отличие от Валентина Серова, угождать и приукрашивать портреты своих заказчиков умел мастерски. Буше постоянно окружали всевозможные натурщицы, танцовщицы, с которых он написал свои знаменитые будуарные картины. И некоторые из них были даже по современным меркам на грани. Буше мастерски писал обнаженную натуру, а недостатка желающих ему позировать не было. Возможно, потому недоброжелатели шептались о его развращенности и ненасытности, но нет никаких документальных подтверждений подобных слухов. Впрочем, и опровержений тоже, но слишком уж сознанием дела написаны некоторые картины. Буше был женат. Его избранницей стала молоденькая Мари Жанна Бюзо, дочка судьи. Родители вначале не очень-то одобряли подобный брак из-за незнатного происхождения Буше, но потом смирились, да и статус придворного живописца был весомым аргументом. Кстати, именно ее Буше изобразил на своем полотне Ринальдо и Армида, и еще на нескольких изображениях Венер. Да, не случайно в конце жизни Буше критиковали, говорили, что он пишет мифологические сюжеты лишь для того, чтобы показать обнаженную натуру. Буше писал всевозможные пейзажи, которые опять резко критиковали. Там нет ни одной травинки и деревца, которое растет во Франции. Действительно не было. Буше стал заложником классического итальянского искусства и писал пейзажи так, как это принято в Италии. Это уже намного позже французские импрессионисты, такие как Клод Моне и Морис Утрило, начнут писать виды родной Франции и Парижа. Но с 1760-х годов стиль рококо был признан окончательно устаревшим, а Буше подвергся нещадной критике. Он даже надумывал переехать в Россию, где Екатерина II наверняка бы приняла его с распростертыми объятиями, поскольку была большой поклонницей его искусства и вообще французских мастеров. Но не получилось. В марте 1770 года 67-летний Буше умер от лихорадки, оставив множество изящных картин, до сих пор служивших воспоминанием о галантной эпохе, которая уже никогда не повторится.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.